Все, пятна от масла. Вот вам дополнительное воронение будет. То помните мои эксперименты с воронением? Нет, кстати, ну, оно немножко, это не воронение, это чернильное. Ну, я понимаю, да. Но получается, ну, не так взаимодействует с металлом. Да, кстати, хочешь поворонить, есть офигенно, ну, он долгий метод, но рабочий. То есть есть щелочное воронение, там надо как раз вот подогревать. Я пробовал, у меня не получается сделать равномерный цвет на больших плоскостях. Ну вот, да. Вот. Есть, вот для топоров я когда-то там давным-давно я воронил их ржавым лаком. Это, ну опять же, сейчас проблема, ты соляную кислоту не купишь. Не соляную, не азотную. То есть там по факту надо где-то грамм 20-30 царской водки, да, ты берешь окалину, я брал трехвалентный оксид железа и чугун. Это все растворяешь, вот, у тебя проходит реакция, ну там, это, ты разбавляешь там что-то на литр, по-моему, дистиллированной воды. Обезжириваешь полностью там полированную поверхность, скрываешь кисточкой, сушишь, потом кипятишь в дистиллированной воде. И так повторить надо раз 6-8. У тебя просто равномерное, вот как вот оружейное воронение получается. Здесь у нас получается это по-моему, Минский. Здесь у него точно так же повело лезвие. Нужно будет немножко поправить. Сначала рекун, да, этот. А этот просто то же самое. Вот эти два остались. У него вот здесь вот немножко, вижу. Да. Тоже поведенный. Если я не ошибаюсь, то вот это ГПЗ. Это вообще бомбезный топорик. Блять, как бы он не из У8 был. Не, вроде как У7 написано. Вроде как У7. Он подостыл. А ну. Вот. Сейчас будем пробовать. Вот слушай, так. Искра такая, тупая. В масле, блин, частично. Ну, что-то цепляет. Мягковат слегка. Да не, знаешь. Не, нормально, как да? раз. Но, скорее всего, после нормализации у него будет чуть меньше, там 60, а то и меньше. Ну, нам-то, в принципе, 58 единиц для топора, это вообще на самом деле с головой. Если ты им, конечно, гвозди рубить. Не, да, это, блядь. Чтобы гвозди рубить, то вот это упс топоры, у них там какая была сталюка. Вот эти ижсталь, которая после с этих бронесталь усиленные были, вот у них там тоже было 9, какая у них, ХФ или что? 9 КС, скорее всего. Вот, да, вот ими рубят, ну так, блин, это отдельные топорики. Ну вот я, допустим, я знаю, что мне не надо там рубить те же гвозди, да, но, блин, и перетачивать топор там лишний раз я тоже там дома не собираюсь. То есть я вот сделал с 9 КС, и он у меня там будет годами неточный лежать, и в принципе ему будет там комфортно. Вот. Главное, чтобы лезвие не ржавело. Он говорил, что он срубил где-то сантиметров 10 с одной стороны и примерно там чуть больше с другой стороны. Вот. И в принципе, не сказать, что он там прям не затупился, нет, топор, конечно, то есть он уже после этого не брил, но и... Так. Ну, вроде как все. Да, ну у него там чуть-чуть поведенный был, не сильно, да. Я слышу чуть-чуть. Еще немножко есть, да? Угу. Был, чтобы я его банально вот туда на полку поставил. Без шанса, что у меня этот мобила куда-то улетит. Это лезвие. Так-то он ровный. Угу. Сейчас мы
Тут видишь, сама эта заточечка подгуляла. Да, он как был, то есть он был закаленный, поэтому я ничего не стачивал. Его надо будет, ну, переточить, понял? Я вот эту заточку, то, что я сейчас рихтую, как бы до одного места. Да, то есть он какой был, такой есть, я к нему еще не прикасался. Не, то есть я само лезвие, вот, я выправлю. А то, что там заточка, она такая, как, с одной стороны больше было снято, с другой меньше. Я сейчас немножко подстучу, надо просто молоточек поменьше взять. Сейчас посмотрим. Это был специально такой, типа, под отклепку. Моментов. Вот, но здесь, видишь, здесь надо тоже, во-первых, как бы света больше, прям много-много надо света. А, слушай, Все четко? ну вот здесь чуть-чуть Ага. буквально. Давай. Чуть-чуть. Да, все. Тут остальное Все, уже при заточке. Да. То я уже подправлю. Все. Все, замечательно. Теперь уже финально греем в масло, потом в воду. Купить как-нибудь в виде эксперимента У8 или У7, с нее топориков тоже наделали. Не, У8 как бы, ну, адекватная сталюка. Ну, кстати, надо ради интереса будет купить на рынке топорик какой-нибудь там ценовой политики там до 2000 и отдать его на твердомер, чтобы щелкнули, посмотреть, ну, вот какая там заводского топора современного твердость идет. Ну, современные ежи, они плохие. Ну вот мне просто интересно. Ну смотри, там, насколько я знаю, делают с это 60S2. Это в лучшем случае. Ну, пишут они 65G. Вот. Да, ну, это как с ножами. На всех написано D2, но по факту это H12MF. То есть, в принципе, да, это аналог D2, только на закуп D2 стоит там штука с копейкой килограмм, а H12MF можно найти по 500 рублей. Вот. Так. Я с D2, честно говоря, с копкой не сталкивался, но вот MF, F1. Но F1, кстати, куется, ну, проще, если так. Мне она больше нравится, и колить ее проще, и куется лучше. Вот. А МФ, она вот, ну, на чемпионатах, она, конечно, лучше по резу. Хотя вот большой разницы у меня там, два купольника я себе делал, вот, что тот, они режут плюс-минус одинаково. То есть я там, честно говоря, вообще кардинальной разницы я прям не ощутил. Какие-нибудь там C300 или какие там эти стали, очень эти захайпованные. Я вот хочу взять этот порошок ламинатный. Вот, да, они порошковые, по-моему. А очень модные, то есть вот те же америкосы, вот они прям на них. Ну, не знаю, у нас все М390, К390. Да, вот эти всякие. Вот, но опять же, я же говорю, я беру с целью удариться в ламинат. То есть вот на МФ я этих ламинатов, он уже переварил там целую гору. Вот там ты бритву выкинешь потом, Да, обязательно. фотки. Там проблема в чем? То есть там с температурой коления. То есть у всех порошков у них температура там за 1100, насколько я помню. Ну, может, не у всех, но у таких топовых закалки. Температура закалки там 95Х18, у них 1030 градусов. Если мне память не изменяет, там эти цифры, они тоже субъективные, потому что так по памяти вспоминаю. То есть на моменте, чтобы тебе закалить нормально этот порошок, у тебя получается перекал по 95-ке. Вот. Ну а так, я не знаю, может я после Нового года опять же соберусь себе с какой-нибудь такой буржуйной стали сделать очередной кухонь. Давай поснимаем. Вот, надо будет там поразмыслить. Все.
Все, погнали. Сейчас. Угу. 3-4. Держали, надо было в масле больше подержать. Надо было в масле больше подержать. Так. Ну, более-менее. Смотри. Ага. Да. Все, ложим. Так, точно так же. Его братюни. Так, ну что, следующий? Да. Это у нас последний. Это у нас пока последний, кроме вот того самого последнего, который 915 года. Ну, давай, 915 год, мы еще подумаем, как его сделать. Я посмотрю, если у меня У8, у меня там, в принципе, идея есть. Мы как уголька привезем, потому что у меня осталось еще 2 пакета, а у меня там заказ по стамескам. Вот. Там прям в притирочку. Я как найду, либо осажу там этот кусочек, чтобы он хотя бы чуть-чуть потолще был. Там надо полоску будет сделать. Мы ее прорубим. Ну, в принципе, попробуем завернуть. Но, к сожалению, там, скорее всего, эти клеммы уйдут. Ну, не хотелось бы, но если лучше... Да, понимаешь, все равно в этом моменте, даже если смещусь, да, там вот эти 5 миллиметров отступлю от клейма, да, там, ну пусть даже там 8 миллиметров уйдет. Там, Приковки убьется, до да? клейма где-то 1,5 сантиметра, но мне все равно в этом месте надо будет стучать. Бить, да, я понимаю. Ну, скажем так, его, во-первых, уже все видели. То есть в любом случае его все узнают и поймут, что лучше этот аппарат как бы... И опять же есть шанс, что мы его впорим. То есть, ну, там У8 оно неплохо варится само по себе, но там толщины осталось, ну, совсем чуть-чуть. И он тонкий, кстати, тоже. И он сам, тонкий, он сам по себе тонкий. То есть ты насколько его вообще хочешь нарастить? Там на 3, на 4, на 5? Фу, блин, надо, короче, посмотреть. Я так понял, что я его исторически уже, наверное, не сделаю. Ну, хотя бы найди эти фотки. Да. Не фотки, зарисовку. Да. Давай ее распечатаем, и тогда как-нибудь выберем денек, там, может, через 2, через 3 недели. Да, вот под Новый год, как раз там праздник, вот этот момент, если к тому моменту уже уголь все будет. Будет. Вот, я Да. найду момент, там, мы выберем денек, поколдуем. Это 16 век. О, Вот, найден на винограднике, то есть он с киркой, но проблема в чем? Его какие-то умники местные потом взяли и проварили сваркой, он вот, Я вижу, и зачистили. да, Он сам кричный, вот видно, что как его наваривали лезвие, ну тут если его щеточкой почистить, вот там прям видно, вот тут сваркой проварено, а вот здесь вот наклеп, и ну он просматривается, что он получается шел как бы внахлёст. И сварен, он, видно, когда-то дал трещину, и его потом еще раз проваривали. Вот. Ну, тоже вот он. забавно. Ну да, это то, что сваркой заварено. И вот здесь посмотреть, вот тут лезвие тоже как-то вот внахлёст наварено. То есть непонятно, но он увесистый. ну, по нему видно, да. Вот. Ну это вот 16 век примерно датировали. Вот как раз этот царский топор хороший пример. То есть сколько там в нем веса, да, даже если бы он был отреставрированный, да, ну сколько? Ну в нем 300 грамм в лучшем случае, если бы... Да, вот он где-то вот такой, да. Вот, это то, что надо, чтобы, блин, и дровишки порубить, и пьяненьким за соседом побегать. Ну вот почему интересно, они соображали. То есть вот все равно в те как бы годы тоже соображали люди. И как бы за ними гоняются, за этими топориками. Во-первых, там тоже крица и рознь. Там оно даже разные обработки было, да, если Аносово почитать, там было навивное железо. То есть это та же грица, да, 100-500 раз прикованная, там прокрученная. То есть в целом смысл перековки крицы. Чем ты больше ее перековываешь, тем ты больше выравниваешь содержание углерода.
То есть у тебя выходят поры, она становится более равномерной. То есть ты когда клицу выплавил, у тебя в одном куске может быть там углерода 0,4, а в другом 0,7. Вот ты ее сварил 2 раза, сложил, и как ее калить? У тебя тут будет мягкая, тут будет твердая, тут будет опять мягкая. Тебе, чтобы это выровнять, ты ее там... Ну, как тесто. Да. Как тесто ее получается. Там, вот, читаешь Аносова, там все забавно. Это сейчас, говорят, там, кузнец смог определить, там, по искре, там, 100-500 марок стали, там было 3 марки стали. Средняя, мягкая и твердая, блин, и чугун. Все. И делились они на литое, накличное железо, на литое железо и на навивное железо. Ну еще, вот, которое много слоев, это было рафинированное железо. Слушай, Тот же Дамаск, там рафинат доходил там до 1000-2000 слоев, да, но это делалось для того, чтобы выровнять содержание углерода. слушай, а булат? Булат, ну это литая сталь. Это литая, да? Да, там на самом деле, так, все, мы в температуре закалки даже немножко больше, чем надо. Сейчас надо его подохладить. Чуть-чуть. Булат, вон, сейчас другое меньше. Вот моя последняя попытка, надо печку переделывать. Вон я лил булатом, Булат. не доплавилась ШХ-15, вот, репнул тигель. Вот. Это вот где-то месяца 2 назад пробовал. Ну, как? У меня, видишь, 1 раз получилось, 2-й раз не получилось. Ну и это чисто для исторических целей. Ну, понятно, вот, в принципе, вот на чемпионатах по резу ножей ни один булат не показывает результат. Даже булат Архангельского, да, он, несмотря... кстати, мы забыли рихтануть. Мы не рихтанули лезвие. Булат Архангельского, вот я смотрел пару раз, попадал на чемпионаты по резу. Да, вот среди булатов занимает 1-е место. Ну, в среднем там. Но среди даже, того же ШХ-15, тоже ШХ-15 делает там любой булат. И, ну, так исторически брать, его использовали в основном для сабель, там, для кинжалов, да, то есть для боевого оружия. Да, его действительно фиг сломаешь. То есть по сравнению с крицей он неплохой. Но сравнение там с любой современной сталью булат не всплывает. Ну, там, может, конечно, те, кто до сих пор куют там что-то из арматуры, там могут соперничать с булатом. Как бы этого видно не было, то есть он себя изжил. Да и Дамаск, в принципе, как таковой, да, то есть все сейчас перешли делать ламинаты. У тебя красивая рубашка, да и в средневековье в основном, то есть если у тебя был доступ к нормальной, хорошей стали, ты не заморачивался там Дамасками. Только для красоты. Я тебя вот сейчас могу... Где-то там есть книжка, да, там, мечи Прибалтийского моря, да, там в свое время в Советском Союзе провели экспертизу, там, 100 с чем-то клинов, это там топоры, копья и мечи. Вот. В большинстве викингосовских мечей на лезвии моносталь. У тебя торсированная красивая дола. Для некоторых, да, действительно есть Дамаск высокоуглеродистый. Вот. Но в основном там на лезвии моносталя, по бокам, в центре на доле у тебя красивый узор. Хотя я тебе даю гарантию, что эти ребята там как бы знали толк возвращения с железками. То есть булат, да, у тебя длинная сабля, он чуть-чуть там подпружинивает, и скорее всего он погнется, чем лопнет, если он правильно сделан. Но тебе с другой стороны задача сабли, ты ж не будешь человека там нарезать 100-500 раз на мелкие кусочки, где тебе надо, чтобы он резал долго и упорно, да, как допустим для ножа. Поэтому и делали с булата там сабли, а не ножи.
ну не бытовые ножи, потому что он не будет резать, там он сделает 40 резов, а там нож с той же У8 сделает 80, а то и 100 резов. Ну, по канату, грубо говоря. Ну да. Вот. Тебе саблей надо один раз удачно достать оппонента. Вот. И желательно, чтобы во время фехтования она у тебя не лопнула. Так, все, калим. Так, замечательно. Так, и точно так же, погнали. Масло остынет, надо будет перелить его. Ну, понятно, да. Так. Ну, кстати, если воду подогрели, может у нас, да, ну, даже в подогретой воде все равно это был бы фаталити. Так, чуть-чуть. То ли я не дорихтовал, то ли чуть-чуть буквально там. Ну, вроде норм. Ага. Посмотри. Ну, вроде бы да. Чуть-чуть не кажется. Так. Но я бы не перекаливал. И да лучше давай, давай там уже потом. Ну, давай, сейчас он остывает, получается. Мы проверяем их на твердость, грубо говоря. Третий. И четвертый остывает. И закидываем на часик в печку. Все окей. На нормализацию. Вот. И этот там куда-нибудь. Вот туда. Ну, печка немножко в шоке. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я все-таки побывал в кузнице. Провозились мы там немало, но в этом деле спешить и нельзя было. И все-таки немножко мы поспешили. Единственное, мне сразу с самого начала кузнец сказал: Макс, выбери топор. И тот, который тебе больше всего не жалко. На всякий случай. Почему? Потому что неизвестно, все-таки, с одной стороны, они делались почти все из У7 стали. С другой стороны, они лежали в земле. Неизвестно, какой топор насколько потерял свои свойства. Особенно, вот если он лежал много лет в земле. Поэтому у нас получился один косяк. Но мы как бы было не жалко. И он был самый убитый. Вообще в хламину, и неправильно заварен, и лопнутый на проушине, что, кстати, интересно. То есть она была тонкая, и лопнула ее, и неправильно заварили, и неизвестно, как он вообще был закален. Я его вроде как отпускал, насколько хорошо я отпустил, тоже не могу сказать. У меня нет ни опыта, ни техники. И плюс реально неизвестно, что это была за сталь. Потому что клеймо я так до сих пор не смог определить. И я хочу сразу же у вас попросить помощи. Вот такое же клеймо. Если кто-то знает, что это за клеймо, то есть это какой-то полумесяц в шестеренке. Вот здесь оно хорошо сохранилось более-менее. Вот оно одинаково. Я не могу знать, как оно. Вот так. Шестеренки, то есть я пока на данный момент не смог найти, что это за клеймо. Исходя из этого, мы не смогли определить, какая это марка стали. То есть это другой топор, но клеймо у него такое же самое, и он достаточно, у нас это редкое клеймо 100% в наших краях. И посмотрите, какая у него толстенная проушина. То есть он прям такой нетипичный. У него толстенная проушина, ну просто вообще. Поэтому, если кто-то знает, подскажите. И подскажите сразу же, какая была марка стали. Потому что мы вот накосячили, и это, скорее всего, это была не У7. Может быть, У8, сложно сказать. Или же настолько его уже от времени и неправильной технологии убило. Но он лопнул. По всем остальным удалось их закалить. Да, не так. То есть, понятное дело, здесь уже все без каких-либо проблем, без каких-либо трещин. Единственное, вот этот топор, у него по клейму все понятно. Клеймо у него
Клеймо у него сохранилось. Да, оно есть. Вот клеймо. И это у нас Полоцкий завод инструментальный, это Беларусь. Вот, у него сталюка, то есть он закалился потверже, прям царапает бутылку, мы все показали. То есть у него, не знаю, может быть У8, сложно сказать, но мы все их одинаково через масло в воду. То есть этот получился более твердый, а вот эти все получились более мягкие. Но с другой стороны, гвозди ими рубить и не собираюсь. То есть они получились немного меньше 60, а все 3. То есть и этот точно так же. Все они получились, все 3, кроме белорусского, вот этого, получились меньше 60. То есть в районе там 58. Вот. Ну, как бы то ни было, все удалось исправить, все косяки. И теперь я смогу уже заняться ими сам.